Добро пожаловать в волшебный мир московские гуппи. Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю аквариальную московские гуппи. Друзья, сегодня, публикуя этот ролик, мы начинаем новый цикл фильмов под общим названием «Создание и закрепление новой линии гуппи». Почему мы решили запустить этот цикл? Дело в том, что нас очень часто спрашивают и на наших интернет-ресурсах, и на птичьем рынке в личных беседах, как вы обновляете свои линии гуппи, или, например, как у вас оказалась определенная порода гуппи. Вопросы эти настолько частые, что мы решили дать ответы на них этими нашими роликами. Но сначала давайте определимся с терминами. Особо щепетильные ценители гуппи утверждают, что существует всего лишь одна порода аквариумных рыбок гуппи, которая называется Пицелия ретикулята. А все остальные ее вариации – это производные линии от нее. Но давайте не будем столь придирчивы, а договоримся о том, что будем здесь, в наших роликах, называть гуппи, одинаковые по своему фенотипу и дающие себе подобное потомство, породой. А линиями будем называть гуппи одной породы, но разделенной на семьи, которые живут в отдельных аквариумах и скрещиваются между собой по определенным схемам. Если мы примем это правило, то ни я, ни вы не будем путаться в терминах и определениях, которые будут звучать в этом цикле роликов. Итак, пойдем по порядку. Новые породы или линии гуппи у нас в аквариальной появляются несколькими путями. Первый, самый легкий и короткий, это когда мы покупаем самцов и самок чистых линий определенных пород гуппи и потом уже ведем их по двухлинейной или трехлинейной схеме скрещивания. Второй путь более сложный. Это когда мы не можем найти необходимого качества нужных нам самцов или самок гуппи определенных пород, и мы вынуждены обновлять собственные линии по определенным схемам, скрещивая разнопородных гуппи, чтобы потом получить уже обновленную линию чистопородных гуппи. Это продолжительный процесс, и когда нас спрашивают, а когда вы снова начнете продажи той или иной породы гуппи, а мы отвечаем, что она обновляется, может быть через полгода или даже год, то люди часто просто не понимают, почему так долго. А объяснять им тонкости этого процесса довольно-таки утомительное занятие. Но здесь, в этом ролике, я могу позволить себе это сделать. Так вот, порой работа над такими крестами может тянуться по полгода и даже до 2 лет. Потому что при этой работе важно не только вернуть обновленную породу гуппи, но проверить, как она закрепилась и можно ли считать ее чистой линией. А для этого нужно получить, как правило, не менее 3 потомств этой линии, то есть F1, F2, F3. Да, кстати, я понимаю, что в этот ролик будут смотреть не только знатоки гуппи, но и начинающие аквариумисты. Поэтому, если я буду произносить непонятные для них слова, то сразу же буду их расшифровывать и давать короткие справки. Что такое F1, F2, F3? В литературе по генетике гуппи родители, самец и самка, обозначаются буквой P латинской, от латинского parental. Кстати, это легко запомнить, учтя, что и по-английски слово «родители» звучат похожим образом – parents. А дети от этих родителей обозначаются буковкой F, от латинского fili, где цифры 1, 2, 3 и так далее – это первое поколение, второе поколение, третье поколение, то есть дети, внуки, правнуки этих родителей. Так вот, этот второй путь, как у нас появляются новые линии, уже разводимых на наших аквариальных пород гуппи, является довольно-таки продолжительным и сложным. Мы это уже выяснили. Кстати, именно таким образом в свое время мы вывели нашу линию гуппи породы Кои альбина.
И, наконец, третий путь, как у нас появляются новые породы гуппи. И это, пожалуй, самый сложный, самый длительный и непредсказуемый способ. Это когда мы берем разные две, а порой и три породы гуппи и хотим получить совсем новую гуппи с определенными внешними признаками, которые необходимо будет закрепить и таким образом создать новую линию гуппи. Подчеркиваю, именно новую линию, а не породу гуппи. Вот именно таким образом мы, например, смогли получить на своей аквариальной новой линии гуппи породы красная московская и желтая черноголовка. Еще один пример такого подхода – это как мы пришли к идее провести этот эксперимент. Будучи судьями на виртуальном чемпионате мира по гуппи ВГК 2023, мы увидели ролик с чудесной гуппи, который представил на конкурс Родриго Джованни, президент Бразильской ассоциации гуппи. Нам с Юлей так она понравилась, что мы решили тоже ее получить. Но, к сожалению, купить гуппи такой породы у нас нигде не получилось. И мы решили провести анализ задачи, чтобы понять, можем ли мы вывести эту породу гуппи на своей аквариальной. Так вот, решая задачи подобного рода, по получению новой линии гуппи определенной породы, мы стараемся чаще всего консультироваться с бридерами, которые решали подобную задачу в прошлом, или, например, предлагают ее решение на основании своего анализа генотипов скрещиваемых пород гуппи. И именно решение этой конкретной задачи мы будем поэтапно показывать вам в этом цикле роликов. То есть главной темой этого цикла будет как раз попытка создания даже не одной новой линии гуппи определенной породы, а двух. Каких, я вам пока не скажу. А оставлю вам место для ваших догадок и предположений. Итак, как и у любой задачи, нам нужно посмотреть, что у нас в начальных условиях. А в начальных условиях мы имеем на первом этапе, подчеркиваю, на первом этапе, потому что у этой задачи будет несколько этапов. Так вот, на первом этапе нам нужно будет две породы гуппи. Первая – это черная московская гуппи, Black Moscow гуппи. Вторая гуппи – это получерная белая гуппи HB White, или как принято нас называть ее, Канада. Обе эти породы гуппи у нас есть. Это чистые линии, которые мы поддерживаем около 5 лет. С них мы и начнем. В этом аквариуме для производителей мы посадили 4 самцов породы черная московская и 3 виргинных самок Канады. Здесь вы также видите 2 самок черной Москвы, но они здесь просто для размножения по своей линии. Да, короткая справка для начинающих аквариумистов. Слово «виргинный» применительно к самкам имеет несколько значений, но в данном случае это означает, что самки, подсаженные к самцам, были девственны. Как я уже говорил, что пока оставляю для вас возможность догадываться, каких гуппи по фенотипу мы хотим получить в результате этого креста. А чтобы вам легче было это сделать, предлагаю вам ознакомиться с генотипами родителей. Генотип черной московской гуппи по фонному окрасу имеет следующую формулу. Здесь мы видим доминантные аллели гипермеланизма
и меланина черного в гомозиготной форме, гуанина светоотражающий синий в гетерозиготной форме, астаксантина красного и лютеина желтого в двойном рецессиве. Генотип получерных белых гуппи канадций по фоновому окрасу имеет следующую формулу, где мы видим доминантные аллели меланина черного в гомозиготной форме, гуанина светоотражающий синий и астаксантина красного в гетерозиготной форме, лютеина желтого в рецессиве. Ну и напишите нам здесь в комментариях под этим роликом, что, по вашему мнению, может получиться в результате этого скрещивания в первом поколении F1. Ну и, конечно, для начинающих аквариумистов понять, что такое доминантные или рецессивные гены, аллели, гетерозигода, гомозигода и так далее, наверное, будет трудно. Но если кому интересно, то я рекомендую вам почитать литературу об основах генетики Менделя. Найдите в интернете, например, генетический букварь Филиппа Шедока, а также почитайте труды российских аквариумистов по теме генетика гуппи. Вся эта информация есть в интернете, и при правильных запросах все легко находится. И еще один очень важный момент. Каждый раз, когда мы с Юлей начинаем вот такие эксперименты, которые поначалу вроде бы требуют не так много аквариумов, но потом в него вовлекается все больше и больше банок. Мы это знаем, проходили уже не раз. А свободных аквариумов у нас на аквариальной всегда не хватает. Но желание развиваться, учиться, познавать что-то новое в мире гуппи всегда пересиливает. Вообще у нас был период, когда в нашей аквариальной было 27 пород гуппи. Но с течением времени, когда мы все больше и больше читали специализированную литературу и сами на своем опыте стали разбираться в приемах селекции, то стали понимать, что чтобы удержать все эти породы в высоком качестве, нам придется увеличить объемы нашей воды и аквариумов минимум в 3 раза. Ну и, соответственно, работать во столько же раз больше. Но, учитывая, что гуппи – это не самое главное занятие в жизни у нас с Юлей, мы приняли решение сокращать такое видовое разнообразие и сосредоточиться на определенных породах гуппи, которые в первую очередь будут интересны и нравятся нам. И сейчас у нас в аквариальной 14 устойчивых пород гуппи и 2, над которыми мы продолжаем работу. Поэтому, начиная этот эксперимент, нам опять пришлось ломать голову, куда и как пересадить рыбу в нужные ей объемы воды. И нам опять пришлось отказываться от разведения 2 пород гуппи. И в этот раз мы решили отказаться от получерных красных ковровых испанцев и коэ-альбина. Что важно еще сказать? Если этот эксперимент пройдет, как говорится, как по маслу, то конечный результат, а это должны быть чистые линии гуппи с уже закрепленными признаками, мы получим через год и 8 месяцев. Это если как по маслу все пойдет. Если же он провалится, то это мы поймем уже через полгода. Ну а если же самки не забеременеют и не принесут потомство, то это станет ясно, уже максимум через 2 месяца. Так что, как вы видите, здесь мы можем иметь 3 варианта развития события. 2 неудачных и только 1 удачный. Посмотрим, время покажет. Почему я об этом говорю? Нас часто спрашивают, почему мы перестаем заниматься и содержать те или иные породы гуппи. Одну из причин я вам уже рассказал. Это работа над созданием новых для нас линий гуппи. Вторая причина – это как раз желание сохранить наиболее нужные и интересные для нас гуппи, которые невозможно обновить, покупая для обновления крови новых гуппи. К сожалению, сейчас не всегда можно найти достойные экземпляры, чтобы подбить свои линии. Поэтому приходится все чаще и чаще обновляться по схеме межвидового скрещивания. А это опять объемы, опять труд, опять время,
а их у нас, как я уже говорил, всегда не хватает. Поэтому приходится, скрипя сердце, ну что делать, от чего-то отказываться. И еще, прежде чем я закончу этот ролик, я хочу анонсировать выпуск в самое ближайшее время еще одного ролика, который, я уверен, заинтересует также многих любителей гуппи. В нем я расскажу вам о том, сколько же нужно иметь гуппи одной линии, чтобы содержать ее продолжительное время без признаков вырождения и деградации породы. А также в каком соотношении самцов и самок нужно иметь производителей, чтобы получать большее и качественное потомство. Друзья, все, что я хотел рассказать в этом ролике, я рассказал, добавить мне нечего. Будем ждать потомства от этого креста, и если оно, как мы надеемся, появится, то мы обязательно сделаем следующие ролики. Но если, конечно, вам будет интересно знать продолжение этой истории. А для этого вы можете поставить лайк этому ролику, оставить свои комментарии под ним, и тогда мы будем точно знать, что тема вам интересна и вы ждете ее продолжения. Потому что без обратной связи, когда нет реакции зрителя, то и нет желания делать такого вида ролики, которые требуют много драгоценного для нас тоже времени. Может, это время посвятить чему-то более интересному, ну, например, просто полежать на диване. Вот. Всем удачи, до новых встреч на канале Московские гуппи. Если вам было интересно и вы хотите узнать больше о волшебном мире гуппи, рекомендуем вам посетить наш сайт moscowguppy.ru.